Всем привет, меня зовут Вальдемар фон Глобин, и вы на канале Аргентина Лайф. И в этом выпуске мы снова в Патагонии. Мы преодолеем путь в 1000 километров от Буэнос-Айреса до огненной земли. В этом выпуске мы покажем вам такое место, как Пуэрто-Мадрин, место, где рождаются киты, и величайший ледник Перито-Морено. Оставайтесь на канале, будет интересно. Друзья, я собираюсь искупаться с морскими львами. Скелет кита. Мы надеемся, что мы увидим, как отламливается кусочек ледника. Друзья, мы с вами находимся в начале уникального маршрута длиной в 220 километров вдоль Атлантического океана. Начало этого маршрута берет здесь, в городе Эль-Кондор. Известен он прежде всего самой большой колонией скалистых попугаев в мире. Также здесь находится маяк, самый старый в Патагонии. Ну и, конечно же, здесь устье Рио-Негро. Давайте посмотрим этот городишко. Провинциальный маршрут номер 1 пролегает между городом Вьедьма и городом Порт-Сан-Антонио-Эсте. Это 2 с небольшим сотни километров дикой природы. Это царство песка, скал и Атлантического океана. Эль-Кондор — это единственный город на всем маршруте с туристической инфраструктурой. Патагония – это регион, расположенный в южной части Южной Америки. На территории этого региона расположились 2 страны – Чили и Аргентина. Этот край прежде всего известен уникальной природой. Здесь можно встретить засушливые степи Пампасы, луга, пустыни, живописные побережья, километровые песчаные пляжи, фьорды, чистейшие бирюзовые озера, огромные ледники и, конечно, величественные Анды. Колония скалистых, или как еще их называют, роющих попугаев, простирается на протяжении 5 километров. Только на первом километре колония насчитывает более 6500 активных гнезд. При помощи мощного клюва попугаи роют глубокие зигзагообразные норы, в которых и строят свои гнезда. Иногда длина норы достигает 1,5 метра. Попугаи этого вида отличаются резким и громким голосом. Но правда, эти ребята очень шумные. Также стоит отметить, что эти птицы легко привязываются к человеку и даже могут научиться произносить пару-тройку слов. В самом начале колонии, по совместительству в конце набережной, есть доступ к пляжу для автомобилей. Там же находится сектор с самой высокой плотностью активных гнезд. К большому сожалению, это негативно влияет на птиц. Как выяснилось, благодаря группе немецких исследователей, наличие транспортных средств на пляже сильно пугает птиц, из-за чего они перестают кормить своих птенцов. Впоследствии чего популяция попугаев сокращается. Колония попугаев, конечно, самое яркое впечатление из города Эль-Кондор. Рио-Негро – река образуется благодаря слиянию 2 рек – Неумен и Лима. Берет она свое начало на склонах Анд. Большую свою часть она протекает по одноименной провинции Рио-Негро. А вот и устье Рио-Негро. Мы в наших путешествиях по Патагонии видели исток этой реки у границы с Чили. А теперь увидели устье, место, где эта огромная и красивая река впадает в Атлантический океан. Линквадо. И коранчоа. Вот такая необычная рыба водится в Рио-Негро. Основная часть сельскохозяйственного производства провинции расположилась в дельте этой реки, так что по большей части именно благодаря этой реке в Аргентине есть свои яблоки и груши. Дальше по ходу нашего движения на юг Аргентины нас ждали ревущие 40-е.
Это название появилось во времена парусного флота. Так называют область между 40 и 50 градусом южной широты в южном полушарии. Для этой области, вне зависимости от времени года, характерно наличие постоянно дующих сильных ветров. О! Мы находимся с вами в городе Пуэрто-Мадрин, месте, где рождаются киты и живут пингвины. К сожалению, киты уплыли 3 недели назад. Мы сюда приехали в январе месяце, а это летний месяц в Пуэрто-Мадрине. А вот пингвины остались. Здесь находится одна из самых больших колоний. Мы вам обязательно ее покажем. Пуэрто-Мадрин – уютный провинциальный город, расположившийся на побережье Атлантического океана в провинции Чубут. Население города составляет чуть больше 100 тысяч человек. Город был основан в 19 веке иммигрантами из Уэльса. Благодарные предки тех самых переселенцев до сих пор вывешивают флаг Уэльса на набережной города. Мадрин, именно так называют свой город местные жители, расположился в теплом и спокойном заливе между полуостровом Вальдес и мысом Пунта-Нинфас. Благодаря этой географической особенности каждый год с июня по декабрь сюда приплывают сотни гладких китов, чтобы произвести и выкормить свое потомство. Ареал обитания южного гладкого кита – это прибрежные воды Южного океана в Антарктиде. Ну а в зимние месяцы они мигрируют на север. Этот вид также можно наблюдать у побережий Австралии, Бразилии, Чили, Новой Зеландии и Южной Африки. Город имеет достаточно длинную и вполне себе комфортную набережную с многочисленными барами и ресторанами. Здесь, в отличие от остальной Аргентины, можно отведать блюда морской кухни. Ну и тут, по правде говоря, выбор морских продуктов весьма и весьма скромный. Вы же помните, что аргентинцы не едят рыбу. Друзья, 1 января 2024 года мы до сих пор в Пуэрто-Мадрине купаемся в теплейшем Атлантическом океане. Градусов 26, не меньше. Это просто фантастика, потому что если не дует ветер и не прибивает теплый прогретый слой воды к берегу, вода просто леденющая, в нее не зайти. Но сегодня как на Черном море. Аргентинцы, живущие на побережье, очень любят проводить свои выходные на пляже. У каждого уважающего себя аргентинца есть пляжные стулья и зонтик. В городе есть свой собственный пирс, способный принимать океанические лайнеры. В зависимости от сезона сюда регулярно приходят лайнеры с туристами со всего мира. Также стоит отметить, что с этого пирса можно наблюдать за китами. Даже Света залезла. Это однозначно говорит о том, что вода теплая. Как водичка, малыш? Mucho frío, но терпимо. Ну вот тебе на. Доказываю на своем примере, что вода теплая. Вот она, мать героини, идет с пляжа. Друзья, я собираюсь искупаться с морскими львами. Для этого зафрахтовал небольшое судно на 8 человек. В общем, едем с немцами и шведами плавать с морскими львами и морскими котиками. Надеюсь, будет интересно.
Пуэрто-Мадрен не исключение. Здесь, как и во всей Аргентине, сиеста приблизительно с 12 до 5. Все магазины, кафешки, большая часть ресторанов закрываются. Аргентинцы чилят у себя дома. Стройка в Пуэрто-Мадрене идет полным ходом. Застраивают первую береговую линию новыми современными домами. Здесь, на юге Аргентины, погода очень изменчива. Утром супер жарко, потом просто в одночасье начинает дуть холодный ветер с Атлантики, и пляж тут же пустеет, потому что становится по-настоящему холодно. Друзья мои, мы находимся с вами на самом крупном полуострове Атлантического побережья Южной Америки, полуостров Вальдес. Сейчас мы находимся в городе Пуэрто-Пирамидес. Это самый крупный населенный пункт. Полуостров включен в список всемирного наследия. Прежде всего, он известен своей богатой флорой и фауной. Здесь можно встретить морских львов, пингвинов, китов, косаток и прочих животных. Давайте посмотрим, как выглядит этот полуостров и город в частности. Въезд на полуостров Вальдес платный, поскольку это особо охраняемый природный заповедник ЮНЕСКО. Вот так выглядит патагонская Гуанака. И-ха! Вот они, прямо вдоль дороги. Центра де Визитанес, откуда начинается путешествие по полуострову Вальдес. Все рекомендую его посетить. Сейчас, собственно, что мы сделаем. Сейчас мы находимся вот тут вот, а поедем путешествовать вот сюда. Скелет кита. Я так понимаю, совсем малыша. А это череп касатки. Смотрите, какие крабы здесь обитают. Но аргентинцы не любят морепродукты. Что за странный народ. Кошара патагонская. Горят пампасы, все в дыму. Не видно ровным счетом ничего. На самом Вальдесе нет общественного транспорта, но до столицы полуострова города Пуэрто-Пирамидес можно добраться на международном автобусе из Пуэрто-Мадрена или на собственном автомобиле. Экскурсии к китам отправляются именно отсюда, других вариантов нет. Выбор отелей и гостиниц тут не такой большой, как в соседнем Мадрине. Да и цены на питание и проживание здесь значительно выше. Любопытный факт. В 2018 году в прибрежных водах Пуэрто-Пирамидес было зафиксировано 856 китов. Население города составляет чуть больше 500 человек. То есть китов тут больше, чем жителей. Большая часть перечисленных мною животных находится в заповеднике не на постоянной основе. Значительная часть прибывает в эти края только для размножения и выращивания потомства. Поэтому при посещении полуострова стоит тщательно изучить календарь жизнедеятельности животных. Наибольшее количество видов можно увидеть в период с сентября по ноябрь. Для того, чтобы максимально изучить полуостров, на мой взгляд, пару дней более чем достаточно. Стоит отметить, что все дороги здесь грунтовые, поэтому движение медленное и пыльное. Решили заглянуть к бомберосам на экскурсию. Ребята бесплатно показывают свои машины, рассказывают о своей работе.
Eso, ahí, una manito ahí. Туши пожар. El tema de los asados, la comida que se hace la gente. Интересная заметка. Все пожарные в Аргентине волонтеры. То есть работают бесплатно. Насколько мы поняли. Сынок, тебе понравилось? Филипп даже надел каску настоящего пожарного. Да? Колесо босиком. Солнышко, что это такое? Подарочек. Пожарный дядя подарил Филиппу нашивку бандерасов полуострова Вальдес. Сынок, будешь пожарным, когда вырастешь? Ну, отлично, молодец. Наш бродяга продолжает завозить нашу семью в самые удаленные уголки Аргентины и Южной Америки. Природный заповедник Пунта-Томба находится в 180 километрах от Пуэрто-Мадрена. Дорога из города занимает примерно 2,5 часа. Это поистине уникальное место, в котором с сентября по апрель проживает миллионная колония магеллановых пингвинов. Мы в одной из самых больших колоний магеллановых пингвинов. Посмотрите на этих красавчиков. Первые пингвины приплывают в Пунта-Томба в сентябре, обустраивают гнезда и встречают свою пару, после чего кладут яйца и по очереди их высиживают. В середине ноября у них появляются первые детеныши, и это считается лучшим временем для наблюдения за ними. Таким вот образом выглядит экотропа с пингвинами. Она тянется вдоль Атлантического побережья. Ты прогуливаешься по этой тропе, а слева и справа пингвины высиживают свои яйца и выращивают потомство. Все это выглядит очень-очень интересно. Идем дальше. Общая длина маршрута составляет 3,5 километра. После того, как потомство подрастает, пингвины отправляются в путешествие длиной в 4000 миль до берегов Бразилии. Таким образом, в воде они проводят порядка 5 месяцев. В парке есть окольцованные особи, благодаря чему можно определить возраст птиц. Некоторые из них достигают возраста 30 лет. В некоторых районах Патагонии нет мобильной связи, поэтому надо быть готовым к тому, что придется идти по приборам или пользоваться бумажной картой. Провинция Чубут – это главный нефтегазовый регион Патагонии, а может быть и всей Аргентины в целом. Здесь вдоль дороги слева и справа всюду нефтяные вышки, вот за моей спиной. Один из примеров. По дороге на Эль-Калафате небольшой выбор отелей, но мы остановились в достаточно уютном местечке. 2 комнаты, хороший ресторан и вот такой вот дворик. Гуанаки. Мы находимся на нулевом километре знаменитой руты Кварента.
Я рассказывал об этой дороге в предыдущих своих выпусках. Мы зачастую путешествовали по разным ее участкам. Протяженность этой дороги 5194 километра. В выпуске про Сальту мы были в самом ее конце, на границе с Боливией. И вот здесь, в Патагонии, мы на 0-м километре. Друзья мои, мы находимся в городе Эль-Калафате. Это крупнейший и ближайший город, с которого у вас, скорее всего, начнется знакомство с ледником Перито-Морено. Здесь зачастую вот так вот ветрено, как сейчас. Пойдемте посмотрим, как выглядит этот городишко. Город Эль-Калафате в юго-западной части провинции Санта-Крус на берегу живописного озера Архентина. Название города происходит от небольшого куста с желтыми цветами и темно-синими ягодами, который по внешнему виду очень похожи на чернику или голубику. На сегодняшний день в городе проживает порядка 25 тысяч человек, но в сезон с декабря по февраль численность населения за счет туристов значительно увеличивается. В этот период самые благоприятные погодные условия для посещения ледника. Важно помнить, что Патагония — это суровый край, и ясные дни с хорошей видимостью здесь бывают нечасто. Время 22:32. Светло. Самые настоящие белые ночи. Гостиницу «Высокий сезон» тут лучше бронировать заранее. Booking нам сообщил, что 95% жилья на выбранные нами даты забронированы, поэтому пришлось потратить полдня на поиски комфортного и доступного жилья. В центре города достаточно много сувенирных магазинов, баров, ресторанов. Также тут представлен широкий выбор самого разнообразного жилья. Но лично мне больше всего понравился тихий, спокойный район, расположившийся вдоль Авениды Сан-Мартин. Стоит отметить, что цены как на жилье, так и на питание здесь выше, чем в северной части Аргентины. Вообще, наше путешествие показало, чем дальше на юг, тем дороже становится Аргентина. Также город славится своими кулинарными изысками. Здесь можно попробовать мясо гуанако или отведать нежнейшую патагонскую баранину. Мы решили попробовать око де бифа в Эль-Калафате, в мясном ресторане под названием Рустико. Шкварчит классно, выглядит тоже, все рекомендовали, так что будем пробовать. Мы наконец добрались до ледника Перито-Морено, что расположился недалеко от города Эль-Калафате. На мой взгляд, это зрелище просто фантастическое, завораживающее, наравне с водопадами Игуасу. Просто посмотрите, какая красота. Вот так проходит трекинг возле Перито-Морено. Невозможное возможно. Мы продолжаем путешествовать с детьми, несмотря ни на что. Ледник
Перито Морено – самый крупный ледник на материковой части Земли. Ледник является третьим по величине запасом пресной воды на планете, уступая только ледяным массивам Антарктики и Гренландии. Находится он в национальном парке Лос-Гласьярес в 75 километрах от города Эль-Калафате. Так выглядит первый балкон, с которого открывается вид на ледник. Мы надеемся, что мы увидим, как отлавливается кусочек ледника, потому что зрелище это фантастическое. Мы когда были внизу, только слышали, как одна из глыб отломилась, и стояли на берегу, и в этот момент просто вода поднялась сантиметров на 10. То есть, думаю, что зрелище потрясающее. В общем, ждем! Круто. Здесь представлены маршруты различной сложности. Каждый по себе выбирает, куда и как ему идти. К большому сожалению, снимать с дрона здесь нельзя. Везде вот такие вот таблички, и повсюду ходят рейнджеры. Так что съемок с коптера не будет. Ледник был назван в честь аргентинского исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в 19 веке. Площадь Перито Морено составляет 250 квадратных километров, ширина языка 5 километров, а средняя высота 60 метров над поверхностью воды. На сегодняшний день в связи с глобальным потеплением большая часть ледников тает, однако ледник Перито Морено является исключением, он растет примерно на 2 метра в день. Но в месте соприкосновения с озером Архентина от него откалываются ледяные глыбы, из-за чего он не наступает на озеро и не отступает в горный массив. Паром подходит достаточно близко к ледяной массе, так что можно разглядеть все в непосредственной близости. Голубой цвет льда обусловлен его возрастом. Молодой лед всегда белый из-за мелких пузырьков воздуха, но когда он спрессовывается, то воздух выходит, поэтому красная часть светового потока поглощается по пути внутрь льда, а назад возвращается только голубая часть спектра. Помимо трекинга по организованным участкам, также можно взять трекинг по самому леднику. Существуют разные уровни сложности и продолжительности в зависимости от вашей подготовки и желаний. Ну и, конечно, обязательно нужно осуществить прогулку на пароме по озеру Архентина. Прилетел камушек, до свидания, лобовое стекло. Погода на юге Аргентины очень переменчива. Пошел дождь, температура упала до 7 градусов. За бортом такая вот история. Ну, продолжаем наш полет. Итак, подводим итоги нашего путешествия. Мы проехали 7596 километров. Мы провели в автомобиле 106 часов 30 минут, что равно 4,5 дням. Как-то так. Друзья, хотел бы подвести промежуточные итоги нашего путешествия по Латинской Америке. Мы буквально вдоль и поперек исколесили всю Аргентину. Причем сделали мы это на машине. Благодаря нашему бродяге мы побывали в самых удаленных и интересных частях Аргентины, а зачастую и соседних стран. Путешествие для меня — это часть моей жизни. На сегодняшний день я побывал в 70 странах мира. То есть, наверное, смело можно сказать, что я повидал этот мир. В процессе того, как я делал фильмы и постил их на замечательный канал, ко мне поступало огромное количество вопросов и заявок. Куда ехать, зачем ехать. И так это хобби, а это, безусловно, было хобби, оно потихонечку начало трансформироваться в работу. К сожалению, вопросов становилось все больше, а времени все меньше. Я понял, что такого рода услуги необходимы, и я принял решение о предоставлении платных информационных консультационных услуг, а также о планировании индивидуальных туров в Аргентину, а в дальнейшем и, наверное, во все страны Латинской Америки.
Поэтому, если вы планируете посещение Аргентины, смело обращайтесь ко мне в директ или в Телеграм. Контакты будут внизу к описанию к этому видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Nos vemos, amigos. Увидимся.